Какой автомобиль способен выдержать прямое попадание гранаты, весит столько же, сколько армейский грузовик и стоит дороже частного самолета? Президентский лимузин Джо Байдена прозвали «зверем». И не зря. Его броня толще, чем у некоторых танков, а двери тяжелее, чем люки подводной лодки. Но вот что мало кто знает, американский «зверь» даже не входит в тройку самых дорогих машин в этом списке. Впереди автомобили, о существовании которых большинство людей даже не догадываются. Официальное название этого автомобиля Cadillac 1, но весь мир знает его как «зверь». Секретная служба США заказала его у General Motors в 2018-м, и с тех пор именно этот лимузин возит президента Соединенных Штатов на все официальные мероприятия. Снаружи машина выглядит как увеличенный лимузин, внутри это передвижной бункер. Кузов сварен из стали, алюминия, титана и керамики. Стекла выдерживают прямой выстрел из автомата, толщина каждого составляет около 15 сантиметров. Двери весят столько же, сколько двери пассажирского самолета Boeing 757. Шины не прокалываются даже после попадания пуль. Они продолжают держать машину на ходу, даже если резина полностью уничтожена. Под капотом стоит дизельный двигатель мощностью около 500 лошадиных сил. При собственном весе в 8 тонн машина разгоняется до 100 км в час примерно за 15 секунд. Не рекорд скорости, зато броня выдерживает взрыв гранаты под днищем. Топливный бак защищен специальной пеной, которая не дает ему взорваться при попадании пули. Внутри лимузина оборудована изолированная кабина для президента. Там есть запас крови нужной группы, на случай экстренного переливания прямо на месте. Установлена система подачи кислорода, которая работает независимо от внешней атмосферы. Это означает, что даже при химической атаке президент останется в безопасности. Здесь же хранится ядерный чемоданчик, устройство, через которое глава государства может отдать приказ о запуске ядерного оружия из любой точки мира. В поездках «Зверь» никогда не путешествует один. Его всегда сопровождает абсолютно идентичный автомобиль-двойник, чтобы потенциальные злоумышленники не могли определить, в какой именно машине находится президент. В кортеже работают глушители радиосигналов, снайперы и машины быстрого реагирования. Весь кортеж доставляется в точку назначения военно-транспортными самолетами заблаговременно. «Зверь» никогда не едет своим ходом на большие расстояния. Стоимость одного экземпляра составляет около $1,5 миллиона. Но если считать полный пакет обслуживания, логистику и сопровождение, реальные затраты на одну поездку президента исчисляются миллионами. Секретная служба держит в резерве не менее 12 таких автомобилей одновременно. В 2011-м предыдущая версия «Зверя» попала в неловкую ситуацию в Дублине. Машина застряла на выезде из посольства, зацепившись днищем за бордюр. 8 тонн брони оказались бессильны против обычного поребрика. Видео разошлось по всему миру и стало одним из самых неожиданных моментов в истории президентских автомобилей. Несмотря на все это, «Зверь» занимает лишь место в середине нашего списка. Дальше машины, которые стоят в несколько раз дороже и созданы с такой степенью секретности, что их технические характеристики до сих пор официально не раскрыты. В мае 2018-го на инаугурации Владимира Путина перед Большим Кремлевским дворцом остановился автомобиль, которого мир еще не видел. Длинный черный лимузин с характерными обводами кузова и красными флагами на крыльях. Это был Аурус Сенат. Первый российский президентский автомобиль, созданный полностью с нуля за последние десятилетия. До этого момента российские президенты ездили на немецких «Мерседесах». Путин лично поставил задачу изменить это. Проект получил название «Кортеж». Над ним работали более 700 инженеров в течение почти 10 лет. Бюджет разработки составил около 12 миллиардов рублей из государственной казны. Аурус Сенат в базовой версии стоит около 20 миллионов рублей. Но президентская версия ПТРД – это совершенно другая машина. Ее реальная стоимость официально не раскрывается, однако по оценкам экспертов речь идет о сумме свыше 100 миллионов рублей за единицу с учетом бронирования и спецоборудования. Под капотом стоит гибридная силовая установка. Бензиновый двигатель объемом 6 литров в паре с электромотором. Суммарная мощность составляет около 850 лошадиных сил. При весе бронированной версии свыше 6 тонн машина разгоняется до 100 км в час примерно за 6 секунд. Результат, который для такой массы является исключительным. Броня Сената соответствует классу защиты Б6+. Это означает устойчивость к огню из штурмовой винтовки, взрыву гранаты и подрыву под днищем. Стекла выдерживают очередь из автомата Калашникова в упор. Шины самонесущие продолжают держать машину после полного разрушения резины. Внутри президентского салона отделка натуральной кожей и деревом ценных пород. Установлена система независимой вентиляции, изолированная от внешней среды. Связь зашифрована и работает через защищенные государственные каналы. Конкретный состав электронного оборудования засекречен.
На инаугурации 2018-го Путин проехал на Аурусе по территории Кремля. Это был первый публичный выезд автомобиля. Кадры облетели весь мир. Уже через несколько месяцев поступили первые запросы на покупку гражданской версии из ОАЭ и Саудовской Аравии. В 2019-м Аурус представили на Петербургском экономическом форуме уже как коммерческий продукт. Первым иностранным покупателем стал президент ОАЭ. Его экземпляр был изготовлен в специальной комплектации с дополнительными элементами отделки по индивидуальному заказу. Производство Ауруса расположено в Елабуге на заводе Алабуга. Мощность линии Стасии около 45 автомобилей в год. Каждый экземпляр собирается вручную. Время сборки одного автомобиля составляет несколько месяцев. Примечательно, что Аурус создавался не только как президентский транспорт, но и как демонстрация возможностей российского автопрома. Параллельно с лимузином разработали внедорожник Аурус Комендант и микроавтобус Аурус Арсенал. Все три входят в единый защищенный кортеж. Это означает, что российский президент теперь передвигается в окружении машин исключительно отечественного производства. От лимузина до машин охраны. В 2018 году на встречу с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином Ким Чен Ын приехал на черном лимузине Mercedes-Maybach 600 Pullman Guard. Камеры журналистов зафиксировали автомобиль крупным планом, и это стало настоящей сенсацией для аналитиков и журналистов по всему миру. Потому что этот автомобиль в Северную Корею никто официально не продавал. Северная Корея находится под жесткими международными санкциями. Импорт предметов роскоши в страну запрещен резолюциями Совета Безопасности ООН. Mercedes-Maybach CS600 Pullman Guard стоит около $1,5 миллиона за единицу и является одним из самых защищенных серийных автомобилей в мире. Как машина попала в Пхеньян, следователи ООН разбирались несколько лет. Расследование установило маршрут. Автомобили были куплены в Европе через подставные компании, затем переправлены в Японию, оттуда морем в Китай и далее в Северную Корею через третьи страны. Вся схема была выстроена так, чтобы на каждом этапе скрыть конечного получателя. По данным следователей, Ким Чен Шин владеет не менее чем 7 такими лимузинами. Maybach Pullman Guard. Это не просто дорогой автомобиль. Его броня сертифицирована по классу B6+, защита от автоматного огня, осколков гранаты и взрыва под днищем. Длина кузова составляет почти 6 метров. Вес бронированной версии превышает 5,5 тонн. Двигатель объемом 6 литров развивает 530 лошадиных сил. Достаточно, чтобы машина двигалась даже с полностью уничтоженными шинами. Салон Пулмана в стандартной комплектации отделан кожей Напа, оснащен холодильником, системой массажа и перегородкой между водителем и пассажирским отсеком. Что именно установлено в версии Ким Чен Хына, неизвестно. Северокорейские государственные СМИ никогда не показывали интерьер машины. На встрече с Дональдом Трампом в Сингапуре в 2018-м Ким Чен Ын снова прибыл на Майбахе. Американские спецслужбы зафиксировали, что кортеж состоял из нескольких идентичных лимузинов. Классическая схема с автомобилями-двойниками, аналогичная той, что используют американские и российские президенты. Примечательна логистика перемещений Ким Чен Хына за рубежом. На саммит во Вьетнам в 2019-м он добирался поездом, почти 60 часов в пути. Его лимузины были доставлены отдельно грузовым самолетом. Северокорейская сторона категорически отказалась использовать местные или предоставленные принимающей стороной автомобили. После публикации расследования ООН Mercedes-Benz официально заявил, что компания не осуществляла прямых поставок в Северную Корею и не несет ответственности за действия посредников. Тем не менее, факт остается фактом. Лидер одной из беднейших стран мира, где значительная часть населения испытывает нехватку продовольствия, передвигается в автомобиле стоимостью $1,5 миллиона, купленном через многоуровневую контрабандную схему в обход международных санкций. Парк личных автомобилей Ким Чен Гына, по данным южнокорейской разведки, насчитывает десятки единиц различных марок, преимущественно Mercedes и Lexus. Общая стоимость коллекции оценивается в десятки миллионов долларов. Все это в стране, официально декларирующей враждебность западному образу жизни. В июне 2022 на платиновом юбилее британской монархии по улицам Лондона проехал автомобиль, которому нет аналогов в мире. Rolls-Royce Phantom 6 с открытым кузовом Ландоле. Единственный в своем роде экземпляр, построенный специально для королевы Елизаветы II. Крыша над задним пассажирским отсеком складывается, позволяя монарху приветствовать толпу стоя. Это не просто автомобиль, это передвижная государственная трибуна. Британская королевская семья использует Rolls-Royce с 1938 За это время было построено несколько десятков специальных экземпляров исключительно для нужд монархии. Но Phantom 6 образца 1977 тот самый, подаренный Елизавете II от имени британской автомобильной промышленности к серебряному юбилею правления, считается самым известным из всех.
Этот автомобиль строился 2 года. Кузов изготовлен вручную на каретной верфи Maliner Park Ward. Длина машины составляет почти 6 метров. Задний пассажирский отсек поднят на несколько сантиметров выше стандартного, чтобы Монарх был хорошо виден толпе через стекла. Стекла при этом особые, они слегка выпуклые, что устраняет искажения при фотосъемке и позволяет зрителям видеть пассажира максимально четко. Салон отделан шерстью и кожей, все металлические элементы покрыты серебром. Приборная панель инкрустирована деревом редких пород. Специальная система вентиляции поддерживает постоянную температуру внутри вне зависимости от погоды снаружи. Когда крыша сложена и Монарх стоит в открытом отсеке, небольшой ветрозащитный экран из прозрачного материала закрывает пассажира от прямого потока воздуха. Стоимость этого автомобиля никогда официально не называлась. Эксперты аукционного рынка оценивают его в сумму от 10 до 15 миллионов фунтов стерлингов, с учетом исторической ценности, уникальности исполнения и принадлежности к королевской коллекции. Для сравнения, стандартный новый Rolls-Royce Phantom стоит около полумиллиона фунтов. Королевский гараж в Лондоне хранит несколько экземпляров бронированных Rolls-Royce'ов для различных нужд. Для официальных государственных визитов используется Phantom 6 с закрытым бронированным кузовом. Его защита соответствует классу, достаточному для противостояния стрелковому оружию. Для торжественных выездов с открытой ландоле. Выбор автомобиля зависит от уровня угрозы и характера мероприятия. Решение принимает охрана совместно с протокольной службой дворца. После смерти Елизаветы II в 2022 автомобили перешли в распоряжение Карла III. Новый король уже использовал Phantom на нескольких официальных мероприятиях. Однако королевский гараж также заказал новые экземпляры. Rolls-Royce Phantom последнего поколения в бронированном исполнении, адаптированные под современные требования безопасности. Примечательна одна деталь. На всех королевских Rolls-Royce'ах отсутствуют государственные номерные знаки. По британскому законодательству Монарх освобожден от обязанности регистрировать личный транспорт. Это единственные автомобили в Великобритании, которые законно ездят без номеров и при этом являются самыми узнаваемыми машинами в стране. Когда американский президент выезжает из Белого дома, даже на короткую поездку в пределах Вашингтона, в движение приходит механизм стоимостью в несколько миллионов долларов. Сам зверь. Это только видимая часть операции. За кадром остается инфраструктура, без которой ни один президентский автомобиль не двинется с места. За 72 часа до выезда группа агентов секретной службы прибывает по маршруту следования и проверяет каждый метр дороги. Все люки канализации по пути следования заливаются цементом или привариваются. Снайперы занимают позиции на крышах зданий вдоль маршрута. Все здания, окна которых выходят на дорогу, проверяются заблаговременно. Если маршрут проходит мимо больницы, персонал предупреждается о возможной блокировке въезда на время проезда кортежа. Сам кортеж состоит минимум из 20 автомобилей. Помимо 2 идентичных зверей, в него входят машины с вооруженными агентами, автомобиль со специальным медицинским оборудованием, машина связи с засекреченными каналами, транспорт пресс-службы и несколько машин местной полиции. В воздухе над кортежем постоянно дежурит вертолет береговой охраны или военных. При поездках в зоны повышенного риска добавляются машины с системами противодействия ракетным атакам. Стоимость одного выезда президента США в пределах города составляет, по оценкам аналитиков, от 200 тысяч до полумиллиона долларов. При международных поездках цифры принципиально иные. Перед визитом президента в любую страну туда заблаговременно вылетает военно-транспортный самолет Си-17 с автомобилями кортежа на борту. Иногда таких самолетов несколько. Только авиационная логистика одного зарубежного визита обходится в сумму от 3 до 7 миллионов долларов. Поездка Барака Обамы в Индию в 2010-м обошлась американским налогоплательщикам, по данным индийских СМИ, примерно в 200 миллионов долларов за 10 дней. С учетом аренды нескольких тысяч номеров в отелях для делегации, охраны периметра, авиационного сопровождения и логистики автомобильного парка. Белый дом эту цифру официально не подтвердил, однако и не опроверг. Российский президентский кортеж устроен по схожему принципу. Аурус-Сенат сопровождают внедорожники Аурус-Комендант с охраной, машины ФСО, автомобили связи и медицинский транспорт. Маршруты в Москве перекрываются с минимальным предупреждением. Именно поэтому московские водители научились узнавать характерное мигание синих огней президентского кортежа за несколько секунд до его появления. Отдельная статья расходов – техническое обслуживание. Зверь требует специализированного сервиса, который не может выполнить ни одна коммерческая мастерская. Все работы производятся только сертифицированными механиками секретной службы на закрытых базах. Один комплект шин для президентского лимузина стоит десятки тысяч долларов. Замена бронированного стекла – сотни тысяч. Существует и менее очевидная статья расходов – страховка. Ни одна коммерческая страховая компания не берется страховать президентский транспорт. Все риски покрываются напрямую из государственного бюджета. Это означает, что в случае повреждения или уничтожения автомобиля, например, при теракте,
Стоимость замены полностью ложится на казну без какого-либо возмещения извне. Самый дорогой президентский автомобиль в мире — это не конкретная марка и не конкретная модель. Это система, в которую в которую этот автомобиль встроен. И именно эта система делает цену вопроса по-настоящему астрономической. Большинство людей думают, что главное в президентском автомобиле — это броня. На самом деле броня — это последний рубеж защиты. Первый рубеж, но это то, что спрятано внутри кузова, под панелями, за обшивкой салона. И именно здесь начинается самое интересное. Каждый президентский автомобиль оснащен системой постановки помех. Она блокирует радиосигналы в радиусе нескольких десятков метров вокруг машины. Это делает невозможным дистанционный подрыв взрывных устройств, управляемых по радиоканалу. Именно поэтому люди, стоящие рядом с президентским кортежем, иногда замечают, что их телефон внезапно теряет сигнал. В американском «Звере» установлена система выброса дымовой завесы. Она активируется за считанные секунды и создает плотное облако, скрывающее автомобиль от визуального наблюдения. Там же есть система выброса масла на дорогу позади машины. Она лишает преследователей возможности управлять автомобилем на высокой скорости. Обе системы позаимствованы из арсенала военной техники. Шины президентских автомобилей заслуживают отдельного разговора. Стандартные бронированные шины весят в несколько раз больше обычных и армированы стальным кордом. Но это не главное. Внутри каждой шины находится жесткий вставной обод из усиленного полимера. Именно он позволяет машине продолжать движение после того, как резина полностью уничтожена. Автомобиль может проехать на разрушенных шинах до 100 км со скоростью до 80 км в час. Этого достаточно, чтобы покинуть зону угрозы и добраться до безопасного периметра. Топливная система в «Звере» защищена специальной самозатягивающейся оболочкой. При пробитии пули отверстие закрывается автоматически за счет упругости материала. Аналогичная технология используется в топливных баках военных вертолетов. Бак при этом заполнен специальной пеной, которая предотвращает взрыв паров топлива даже при прямом попадании трассирующей пули. Система вентиляции и кондиционирования полностью изолирована от внешней среды. Воздух, поступающий в салон, проходит через фильтры, способные задержать боевые отравляющие вещества и биологические агенты. Переключение на режим полной изоляции происходит автоматически при обнаружении датчиками нетипичных химических соединений снаружи. В таком режиме автомобиль может работать автономно в течение нескольких часов. Российский «Аурус» пошел в этом направлении еще дальше. По данным открытых источников, его система защиты от химического и биологического заражения разрабатывалась с участием специалистов, имеющих опыт работы с военными защитными комплексами. Конкретные характеристики засекречены, однако известно, что система сертифицирована по стандартам, применяемым к военной технике специального назначения. Отдельный узел — система связи. В «Звере» установлены защищенные спутниковые терминалы, позволяющие президенту выходить на связь с любой точкой мира без использования гражданской инфраструктуры. Каналы шифруются в реальном времени. Перехватить или расшифровать такой сигнал с помощью гражданского оборудования невозможно. По сути, президент в своем лимузине имеет такой же уровень защищенной связи, как в ситуационной комнате Белого дома. Немаловажна и конструкция днища. В «Звере» оно представляет собой многослойную стальную плиту, усиленную в критических зонах. При взрыве направленного заряда под машиной плита принимает на себя основную ударную волну и фрагменты, не допуская их проникновения в салон. Аналогичная конструкция применяется в бронеавтомобилях, используемых в зонах боевых действий для защиты от самодельных взрывных устройств. Все это оборудование добавляет к весу автомобиля несколько тонн сверхбазовой массы кузова. Именно поэтому президентские лимузины никогда не ездят быстро. Не потому, что не могут, а потому, что физика 8-тонной машины на высокой скорости делает управление принципиально иным, чем у стандартного автомобиля. Водители президентских кортежей проходят специальную подготовку по экстремальному вождению тяжелых бронированных машин. Отдельный курс, который не преподают ни в одной гражданской автошколе мира. Если сравнивать президентские автопарки по совокупной стоимости, то Соединенные Штаты и Россия не лидеры этого списка. Первое место занимает государство, о котором в контексте президентских автомобилей говорят крайне редко. Это Объединенные Арабские Эмираты. Президент ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль-Нахаян располагает автопарком, совокупная оценочная стоимость которого превышает $1 миллиард. Это не преувеличение, это результат подсчета конкретных единиц техники, зафиксированных на официальных мероприятиях и в публичных источниках. В коллекции присутствуют золотые Lamborghini, эксклюзивные Rolls-Royce, в единственном экземпляре бронированные Мерседесы и отдельной строкой
Аурус Сенат, купленный у России в 2019. Но личный рекорд среди президентских автомобилей принадлежит другому правителю Персидского залива. Султан Брунея Хасан Ал-Болкиах владеет коллекцией из более чем 7 тысяч автомобилей. Это крупнейшая частная коллекция в мире по версии книги рекордов Гиннесса. Среди них около 500 Роллс-Ройсов и около 500 Бентли. Для хранения этой коллекции построено несколько специальных ангаров площадью, сопоставимой с авиационными терминалами. Среди автомобилей султана есть экземпляры, созданные в единственном числе по его личному заказу. Один из них — Rolls-Royce Серебряный Серафим с кузовом, покрытым настоящим золотом 24 карата. Стоимость этого автомобиля оценивается в 14 миллионов долларов. Другой — Bentley Continental с инкрустацией из драгоценных камней на приборной панели. Точная стоимость не раскрывалась, однако аналитики оценивают ее в сопоставимую сумму. Для сравнения, весь официальный автопарк президента США насчитывает около 300 единиц техники различного назначения, от лимузинов до грузовиков поддержки. Совокупная стоимость этого парка составляет около 200 миллионов долларов. Это в 5 раз меньше, чем оценочная стоимость только Роллс-Ройсовской части коллекции султана Брунея. Саудовская Аравия занимает отдельное место в этом списке. Король Салман и наследный принц Мухаммад бин Салман используют для официальных выездов бронированные Mercedes Maybach 600 Pullman Guard. Те же модели, что и Ким Чен Ын, но полученные совершенно законно и в значительно большем количестве. Саудовский королевский гараж заказывает эти автомобили партиями по нескольку штук одновременно. Каждый экземпляр дополнительно дорабатывается по индивидуальным спецификациям. Конкретный состав доработок не раскрывается. Катар в 2022 принимая чемпионат мира по футболу, специально обновил президентский автопарк. Эмир Тамим бин Хамад Аль-Тани заказал партию новых бронированных Mercedes Maybach и Rolls-Royce Phantom последнего поколения. Общая стоимость этого обновления, по данным местных СМИ, составила около 30 миллионов долларов. Примечательно, что страны Персидского залива, в отличие от западных демократий, никогда не публикуют официальные данные о расходах на президентский и королевский транспорт. Все цифры — результат работы журналистов, аналитиков и случайных утечек из правительственных источников. Реальные суммы могут быть существенно выше тех, что попадают в открытый доступ. На этом фоне особенно показателен пример Норвегии. Король Харальд V использует в качестве официального автомобиля Mercedes-Benz S-класс в бронированном исполнении, без золота, без инкрустаций, без рекордных ценников. Стоимость машины составляет около 500 тысяч евро. Норвежцы регулярно приводят это как пример разумного подхода к государственным расходам. Впрочем, нефти у Норвегии тоже достаточно, просто тратят ее иначе. В 2012-м израильские инженеры завершили разработку автомобиля, о котором большинство людей никогда не слышали. Официального названия у него нет. В открытых источниках он фигурирует просто как бронированный лимузин премьер-министра Израиля. Но те, кто видел технические характеристики этой машины, называют ее самым защищенным колесным транспортным средством в мире среди невоенной техники. Израиль не раскрывает характеристики этого автомобиля. Известно одно: он создавался с учетом угроз, с которыми израильские лидеры сталкиваются регулярно, а не гипотетически, как большинство других мировых лидеров. Премьер-министры Израиля являются целью для террористических атак на протяжении десятилетий. Это означает, что каждый элемент защиты этого автомобиля проектировался под реальные сценарии реальных нападений, а не под теоретические угрозы. Но есть автомобиль, который превосходит все перечисленное по одному конкретному параметру — стоимости абсолютной защиты. Это Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в исполнении для Папы Римского, так называемый Папа-мобиль. Ватикан заказал последнюю версию Папа-мобиля в 2015-м специально для визита Франциска в США. Стоимость единицы составила около 800 тысяч евро, и это без учета дополнительных доработок, которые Ватикан не раскрывает. Но главная особенность этого автомобиля не в цене и не в броне. Папа-мобиль защищен по классу B6+, тот же уровень, что у Зверя и Ауруса. Однако конструктивно он принципиально отличается от всех остальных президентских автомобилей. В задней части кузова установлен прозрачный купол из пуленепробиваемого стекла толщиной около 8 см. Папа сидит внутри этого купола на возвышении, так, чтобы его было видно толпе со всех сторон. Это означает, что человек находится в абсолютно прозрачной капсуле, доступной для визуального наблюдения с любого угла и при этом защищен от выстрела в упор. Такая конструкция появилась после покушения на Иоанна Павла II в 1981 на площади Святого Петра в Риме. Тогда папа ехал в открытом автомобиле и был тяжело ранен 4 пулями. Он выжил, но Ватикан сделал выводы немедленно. Уже через несколько месяцев появился первый папа-мобиль с защитным куполом. С тех пор было построено несколько поколений этих автомобилей на базе различных шасси. Использовались Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Renault Megane и даже электромобили.
Для каждой страны, которую посещает папа, как правило, готовится отдельный автомобиль. С учетом местных дорог, климата и уровня угрозы. Папа Франциск в 2013-м отказался от части протокольных мер безопасности. Он несколько раз выходил из папа-мобиля в толпу без предупреждения охраны. Каждый такой момент вызывал у сотрудников службы безопасности Ватикана острый стресс. После нескольких подобных инцидентов охрана разработала новый протокол, позволяющий папе контактировать с верующими при сохранении минимального защитного периметра. Совокупный парк папа-мобилей, накопленный Ватиканом за десятилетия, насчитывает несколько десятков единиц. Часть из них выставлена в музеях, в том числе тот самый Fiat Campagnola 1981, на котором был ранен Иоанн Павел II. На белом борту машины до сих пор видны следы от пуль. Этот автомобиль стал самым дорогим экспонатом среди президентских и папских машин не по рыночной стоимости, а по исторической. Цену ему не назначить. Вначале мы задали вопрос, какой президентский автомобиль самый дорогой в мире? Ответ оказался устроен сложнее, чем кажется. Если считать стоимость одного конкретного экземпляра, победитель неожиданный. Это не американский зверь и не российский Аурус. Это Rolls-Royce серебряный Серафим султана Брунея с кузовом из золота 24 карата, 14 миллионов долларов за единицу. Ни один другой действующий глава государства не ездит в автомобиле, который стоит дороже. Если считать совокупную стоимость автопарка, снова побеждает Бруней. 7 тысяч автомобилей, 500 Rolls-Royce'ов, 500 Bentley и десятки эксклюзивных экземпляров в единственном числе. Никакой другой правитель в мире не накопил сопоставимой коллекции. Если считать стоимость одной поездки с учетом всей инфраструктуры, лидирует США. Международный визит американского президента обходится в суммы, которые не снились ни одному монарху Персидского залива. Логистика, авиация, охрана периметра, аренда гостиниц для делегаций. Все это превращает каждую зарубежную поездку в операцию стоимостью от 10 до 200 миллионов долларов. Если считать технологическую сложность и уровень защиты, здесь конкурируют США и Россия. Зверишис и Аурус созданы как военная техника в гражданском обличье. Золотой Rolls-Royce султана Брунея при всей своей цене не выдержит очереди из автомата. Он никогда и не проектировался для этого. Есть в этой истории один факт, который объединяет все перечисленные автомобили. Ни один из них никогда не использовался по своему прямому назначению, то есть для отражения реального вооруженного нападения. Зверь ни разу не попадал под обстрел. Аурус не проверялся взрывом в реальных условиях. Бронированные майбахи Ким Чен Ына возят его по стране, где никто не осмелится поднять оружие против кортежа. Единственный автомобиль в этом списке, который оказался в реальной боевой ситуации, это тот самый белый Fiat Campagnola 1981 с дырками от пуль в борту. Если вам интересно, какие еще запредельно дорогие автомобили скрываются в гаражах мировых лидеров, загляните на наш сайт wideori.com, там множество захватывающих историй и статей, которые точно не оставят вас равнодушными. Ссылка в описании, не упустите шанс. Машина стоимостью несколько тысяч долларов, без брони, без системы постановки помех, без самозатягивающегося топливного бака. Иоанн Павел II выжил не благодаря технологиям, а вопреки их отсутствию. Именно этот случай изменил подход к защите мировых лидеров радикально. После 1981-го каждая страна с серьезными амбициями начала вкладывать в президентский транспорт суммы, которые прежде казались абсурдными. Сегодня совокупные мировые расходы на президентские и королевские автомобили, их обслуживание и сопровождение исчисляются миллиардами долларов ежегодно. Это деньги налогоплательщиков, нефтяных доходов и государственных бюджетов, потраченные на то, чтобы несколько десятков человек на планете могли перемещаться из точки А в точку Б с гарантией прибыть живыми. Самый дорогой президентский автомобиль в мире – это не конкретная марка. Это цена, которую человечество платит за то, что власть концентрируется в руках одного человека. И пока это так, то бронированные лимузины будут становиться только тяжелее, только дороже и только неуязвимее.